больше дождей не было. Вот такие вот круги. Как ее, как в водовороте крутило, наверное, остановился. Образование. Но это с моей точки зрения. На самом деле я могу быть неправ. Идем дальше. Ну, как я вижу, вода, конечно, прибыла. Вот так вот. Ну, кто-то ходил, видно, и поставил вот такое бревно. Это хорошо. Ну, не поставил, а перекинул через ручей. Ну, в своих гонодавах я бы, наверное, не прошел. Все равно бы пошел. Несмотря, что он и встал, я бы пошел. Вот сейчас я попробую тут перейти. Вон рыбка, какой рыбки из-под бревна плыли. Ветер, конечно, такой. Мама, не горюй. Буду пробовать переходить. Первая попытка не удалась. Перешел, хоть и намочился маленько. Ну, не намочился, нога в воду попала. Это не беда. Все, иду дальше. Наверное, кто-то еще, пока льда не было, ходил донки ставить на рыбалку. Ну, что донки ставить, что на рыбалку, да, это тоже, конечно. Ну, свежих следов не было. Нету. Никого не было тут. Никто ничего не протоптал. Так. Мыши, наверное, носились. А нет. Человек ходил. Здесь вот такая вот картина мы наблюдаем. Более густой лед. Такой вруны чуть побольше. Ну, конечно, бы не хотелось, чтобы это все снова растаяло. Ну, прогноз кидает, что будут дожди, блин. Если это все растает, вода прибудет, и все. Мне возможности пройти сюда не будет. Да не только мне. Сейчас я подделаю маленько солонец. Добавлю соли. Там, наверное, она вся высыпалась уже. Ее размыло. Так, вот тут пройти бы с дождями. Вот так туда вон надо идти. Ладно, отключаться. Вот здесь вот такие вот обрывистые берега. Его подмывает. Вроде воды нету. А все равно подмывает потихоньку. Летом ходил, вот этого не было. Вроде как. Вот. Скоро этот остров вода съест потихоньку. Ну и как? Может лет 20, 30, 40, 50, 100, блин. Не за пару лет, конечно. Ну, конечно, тут и воды уже не стало. Я ошибаюсь, конечно. Ладно, сейчас поднимемся наверх, пойдем поверху.
поесть. Дошел я, короче. Вот. И как я вижу, заячьих следов я не вижу. Да и не только заячьих. Вообще следов обитания животных здесь каких-либо я не заметил. Вот. Ветром свежих сосновых веток наломало. Лес шумит. Сосны. Тут леса-то нету, как такового. Старое мое кладбище. Вот я сейчас тут все. Ага, вон он. Видно издалека. Вот так вот попробую. Нет. Камера не берет его. Ладно, сейчас я так дойду. Рюкзачок здесь оставлю. И пойду туда. Посмотрю, что, а потом вернусь, что возьму, что надо. Так, вот он мой солонец. Как правило, следов нету. И он полный, вроде как снега. А нет, это застывшая соль. Угу. Тыкал я это, чтобы не высыпалось. Она уже это не нужно. Сейчас я эти дыры залеплю скотчем. Ну и добавлю еще соли. Все равно дождь будет, так как он прогноз передает его. Но я думаю, все четко будет. Вот у меня килограмм соли еще я добавлю сюда. И все. Все будет нормально. Вот тут остатки рябины. Птицы едят. Если там много было. И вон там еще вдалеке. Ну недалеке, метров 5 от меня. Стоит дерево с рябиной. Вон оно. Оно было тоже все усыпано тогда. И вот тоже стоит. Но сейчас все поели. Вот я залепил эти большие дыры. Просачиваться тут есть. Я все посмотрел, как. Если что будет просачиваться. Вот. Тут видно, что он свежая соль, темная, и старая белая мелкая соль. Белая мелкая соль, а не мелкая белкая. Вот так. Так, пошел процесс утилизации пластиковых пакетов из-под соли. Все. Мусор не стоит раскидывать в таком красивом месте. Да и вообще пластик в лесу не место, скажем так. Все, я сделал сейчас. Маленько прогуляюсь, чай попью и пойду в обратный путь. Вот здесь вот дошел до рябины. Вот. Можно дотянуться и спокойно. Я скажу, вкусная такая рябина, вот, после морозов небольших. Она не замороженная, мягкая такая. Сладковатая. Ладно, не будем объедать птичек. Конечно, уже много гнилой тоже. Здесь вот такие вот обрывистые берега. Его подмывает, вроде воды нету. А все равно подмывает потихоньку. Летом ходил, вот этого не было. Вроде как.
скоро этот остров вода съест потихоньку. Ну и как, может лет 20, 30, 40, 50, 100, блин. Не за пару лет, конечно. Ну, конечно, тут и воды уже не стало. Я ошибаюсь, конечно. Ладно, сейчас поднимемся наверх, пойдем поверху. Тропа есть. Есть вот такой куст шиповника. Ну и на нем, конечно, еще есть вот ягодки. Вкуснящий. Тут вот так вот все бело. И следов зайца я не наблюдаю. И не только зайца. Кроме как человеческий видал. Ну вот тут вот я и нашел. Вот она, осина стоит. Тогда я не дошел чуть-чуть, бля. Такой распадок. Вон. Сосны вот такие красивящие стоят. Низина. Возможно, тут карьер был. Вот. Сосны что-то вот поломанные. Сломала ветром, что ли. И вот тут еще вот одна осина стоит. Вот. Можно было бы тут, конечно. Вон там. Пригорку тоже вон в это в низине там осинка стоит. Вот она большая. Вот. Надо было, конечно, тогда до сюда дойти. А здесь, наверное, конец острова уже, я так понимаю. Вот тут вот жахнуть солонец-то. Сейчас я уже ничего переделать не буду. Конечно, зайцы вот, наверное, 100% тут вот бегают по этим вот бугоркам, блин. Но если есть тут, то и туда, надеюсь, прибегут. Ладно, пойду обратно до лагеря. Туда. Там все вещи оставлены. Пью чай, да домой. Тут вот так сосенки стоят крупно, поболее тут их. Здесь вот такая вот ширина, ее небольшая. Вот там он протока
между островом Котловский и островом Пустой. Вот то уже у нас остров Пустой. Вот. Вышел на берег, тут не видно где конец острова или что. Вон мои вещи. Дошел до лагеря. Ну как лагерь? Место пребывания моих вещей. Так как тут солонец вон там стоит, тут лагерь не может быть. Вот я боюсь, они бегать не будут. Просто временное оставление вещей. Сейчас я чай пью, собираюсь и ухожу отсюда. Все. Ну вот я оставляю стояночку свою. Солонец вон там стоит. Тревожить его больше смысла нету сюда приходить, к нему подходить. Так вот. Вообще здорово быть на природе. Ветер шумит. Вот так. Это что, по новой начали почки распускаться. Я вот в городе пару дней назад заметил. И еще снега не было. На осинке вроде как. Вот. Стали почки распускаться. Было тепло. Вот это шок, конечно, для деревьев. Что? То холодно, то тепло. Через несколько дней уже декабрь месяц. Снега нету. Дожди идут. Да. Климат меняется не в ту сторону. Что, я пошел. А вот этот вот желтый цветок, который я снимал в прошлом видео сюда, когда ходил ставить солонец. Вот он, вверх он весь, скажу, засох. А нижние цветочки, вот они снова начали цвести. Вон как свежие, распускаются. Вот такая вот петрушка. Конец ноября, 26 ноября. Еще чуть-чуть и будет 1 декабря. У нас 30 дней в ноябре вроде как. Вот. Через 4 дня будет декабрь. А у нас по берегам цветут цветы. Расцветают. Нормально. Подхожу к ручью уже. Ручеек, который надо перейти по бревнышку. Рыбок нету. Они убежали. Так. Спасибо доброму человеку, который кинул это бревно. Даже пришлось идти по ручью. Но сейчас я даже не упал в ручей. Ну, конечно, даже если бы его не было, я все равно пошел. Вот, провалился. Вода
Меньше полколена это не вода. Все ерунда. Можно пройти, конечно. Даже если в ботинках. Что? Ветер, конечно, дует. Надеюсь, что больше дождей не будет, все же передает. К Жлансу ходить смысла нету больше. Все, оставлен, пускай есть, зайцы есть, ходить. Конечно, еще пойду сам, конечно, в эту сторону. Хочу поставить птицам кормушки. Поставить. Но сегодня, конечно, нельзя. Всем пока. Скоро